А я иду, гуляю по Москве. А вот классно было бы сейчас по-настоящему прогуляться по Арбату, заглянуть в Третьяковскую галерею и просто пройтись, посмотреть на Москву или Петербург, например. Я знаю, дорогие мои друзья, что большинство из вас учат русский язык именно для того, чтобы поехать в Россию. Давайте представим, что сегодня мы отправляемся туда. Но что же можно делать и что не принято делать в России? Как ходить в гости? Что приносить с собой? Какие сувениры нужно купить? И как выучить русский язык в России? Об этом мы сегодня будем говорить. Ставь лайк, и история начинается. Итак, сегодня мы болтаем с Кари, моим другом из Финляндии. Он бывал в России больше 50 раз и уж точно знает, как нужно себя там вести. Всем привет! Хочу поделиться своим опытом из поездок по России. Итак, сначала самое интересное. Что нельзя делать в России? Нужно знать в России, что нельзя пить воду из крана, если его не кипятит. Надо купить бутылки питьевой воды в магазине. Если не хочется сидеть весь отпуск на унитазе в туалете. Да уж, лучше гулять по России, чем сидеть дома с расстройством желудка. Кари, а вообще опасно ли гулять по улицам? Большие русские города не опаснее, чем другие большие города мира. Но, конечно, не стоит гулять пьяным и один поздно вечером или ночью по городу. В общем, как и во всех больших городах. А как насчет карманников? Хорошо оставить лишние деньги, паспорт и карты в сейфе. Мне интересно, в России безвизовый или визовый режим? Перед поездкой, конечно, надо проверить, нужно ли виза в Россию или нет. Есть страны, из которых пускают туристов в Россию с электронной визой. Хорошо, ты уже приехал, и тебе нужно навестить друзей. Как себя вести? Как идти в гости? Когда идешь в гости к русскому другу или знакомому, надо принести ему подарок. Например, коробка конфет или сувенир. И обязательно нужно принести хозяйке цветы. Не парное количество цветов, потому что парное количество приносят только похорон. Нельзя принести ножа. В гостях снимают обувь и переобувают в тапки. Что нужно знать об особенности русских традиций? Надо подготовиться, много есть и сидеть долго у стола. Кари, чему ты научился, путешествуя по России? В поездках по России можно всегда научиться кое-что нового. Я был на стажировке по русскому языку в Ленинграде. Я учился один семестр в Ленинградском государственном университете. Мы, студенты, иностранные студенты, иногда посещали шведские столы. И я впервые в жизни ел со шведского стола. Я очень много жрал, пока не понял, что принято есть тоже суп горячий и десерт.
кроме закусок. Кари, а как насчет сувениров? Что ты посоветуешь? Какие сувениры можно купить в России? В поездках хочется, конечно, купить сувениры. И сейчас я не имею в виду русский хлеб, соленые огурцы или водку, которые, конечно, вкусные, имею в виду. Вот такие ушанки сейчас популярные, что касается сувениров. Но я сам не купил ее, мне подарили вот эту прекрасную ушанку мои друзья из Москвы. У нас с женой уже давно есть вот этот самовар. И, конечно, матрешки, там есть разные, совсем различные. Есть тоже вот это традиционная матрешка. У нас тоже шахматы с такими фигурами народного искусства. И разные любители русского языка. А что полезного можно найти и приобрести для изучения русского языка? Конечно, стоит купить книги. Вот эту прекрасную антологию я получил от моей хорошей подруги из Москвы. Кари, а случались ли какие-то курьезные ситуации из-за того, что ты или кто-то другой не знал русского языка? Когда говорим по-русски, иногда получаются комические ситуации, когда путаем слова. Но это не страшно. Несмотря на это, я расскажу два примера. Несколько лет тому назад один финн рассказал в вестибюле отеля, что огне опасно купаться в реке Нева. Он имел в виду, что это очень опасно. Когда я был на стажировке по русскому языку в Ленинграде, одна женщина самостоятельно посетила музей. В следующий день на первом уроке она рассказала, что я вчера увидела в музее мертвого человека. А учитель уточнил, что может быть скелет. Нет, побольше, ответила женщина. Оказалось, что она имела в виду мумию, но не знала слова по-русски. И, конечно же, достопримечательности. Каждый турист едет в Россию для того, чтобы увидеть самое красивое, самое необычное. Что можно посмотреть в России? Я выбрал 5 достопримечательностей в Москве и 5 в Санкт-Петербурге. Раз я был в Санкт-Петербурге более 20 раз, кажется, что я сам в курсе. Москва. Все мечтают побывать в Москве. А что посмотреть там? Но я рекомендую прежде всего посещать Кремль, Красную площадь и мавзолей Ленина. Там тоже собор Василия Блаженного и совсем близко ГУМ, Государственный универсальный магазин. Третьяковскую галерею, выставка достижений народного хозяйства. А где можно прогуляться пешком? Прогулки по центру, по улицам Михайловской и Большой Димитровке тоже интересно. Спасибо, Кари, за твой интересный рассказ. У меня такое впечатление, что я только что сама побывала в Москве и в Питере. А вы, дорогие друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, если вам нравится то, что я делаю. И, возможно, в следующей серии этой рубрики «Поболтаем» будешь ты, и мы будем разговаривать с тобой.